Ассаляму алейкум, девочки. Добрый день. Сегодня воскресенье, и я вышла с детьми прогуляться по нашей деревне. В Германии воскресенье это значит руhig-Tag, спокойный день, так как все закрыто, даже магазины. Вот этот маленький домик, который зарос весь зеленью, мне так напоминает дом из «Властелина колец». Этот белый дом называется Fachwerk. По словам историков, Fachwerk зародился в Германии, в районе, где недалеко были реки и развивалось корабельное дело. Чтобы чинить и строить суда, нужно было хорошо разбираться в плотническом деле, и однажды мастера сообразили, что можно строить не только крепкие корабли, но и добротные дома. По желанию хозяина, мастера могли на фасаде сделать уникальную резьбу росписями или надписями информацией о том, кто живет под этой крышей и рады ли гостям. И год, дату, в каком году это сделано, имя и пожелание хозяина. Вот на этом фото я замазала имя хозяина, но наверху, видите, написано его пожелание, в каком году оно построено. В 1863 году построен этот дом. В нем до сих пор еще живут люди. Это недалеко от моего дома. Эти надписи назывались Haussprüche. Эти старые улочки, в этой улочке я нахожу настоящий немецкий колорит. Здесь все такое древнее, и мне очень нравится такая атмосфера. Видите, вот этот старый дом. Но обычно такие дома здесь реставрируются, но этот очень старый дом, и его реставрировать нужно достаточно много денег. Я думаю, это невыгодно, поэтому его так и оставляют. Он уже зарос такой красивой зеленью. Вот даже атмосфера, воздух здесь совсем другой. Чувствуешь себя как в фильмах каких-то. Вот, а в этом доме еще живут люди напротив. Вот, я бы очень хотела побывать в таком доме, где до сих пор живут люди, посмотреть, что там, почувствовать этот такой старинный запах мебели или все мне нравится такое античное. Сейчас мы находимся уже на другой стороне деревни. Как вы уже заметили, здесь более новые дома. Почти все новые, да. Девочки, вы бы знали, какой запах горящих дров здесь стоит. Просто не передать. Здесь немцы в основном утепляют дома дровами. И вы бы это просто не передать словами, как. Так, девочки, сейчас мы идем домой. Я надеюсь, вам понравилась моя экскурсия по нашей деревне. Иншаллах, в следующий раз я вам тоже много интересного расскажу и покажу. А сейчас мы идем домой делать вкусняшки. Пасмурная погода у нас красивая такая.
Девочки, сегодня я хочу приготовить албанскую баклаву. Это тесто я купила в турецком магазине. У них там специально продается такое тесто для баклавы. Если у вас нету этих магазинов, вы можете купить слоеное тесто и тонко его раскатать такими пластами. Это у меня измельченный орех с сахаром, это сливочное масло. Я его тоже растопила. Этот рецепт я узнала от одной албанки. Мы с ней учились в Deutsch-курс вместе на немецкие курсы. И вот так мне очень этот рецепт понравился. И очень понравилось, как она готовит эту баклаву, чем турки. Турки очень много сахара добавляют. Ты не чувствуешь ни вкус орехов, ни этого теста, ничего, только сахар чувствуешь. А в этой баклаве все в меру. Так, девочки, процесс идет полным ходом. Это тесто очень тонкое. Она рвется как бумага. Я делаю один слой теста, потом немножко масла, потом орехи, потом опять 2 слоя теста. Но я вам просто показываю, как я делаю. Вы можете делать тоже, как вам будет угодно. Собрала я слоями эту баклаву, разрезала на маленькие кусочки. Так, девочки, это наш легкий ужин такой. Сейчас я приготовила им. Моим девочкам не важно, лишь бы была рыба, огурец, этот фриш-кеза и соевый соус. Все. И рис, да, вот. Все в одну тарелку, как здесь сделать, для них это уже суши. Они уже рады, довольны. Я говорю, вот в Чечню поедете, тетя профессионал будет вас настоящими сушами кормить. А пока ешьте. Но у меня и листьев нури тоже не было, но сойдет. Главное, чтобы им было вкусно. На ночь глядя, моему сыну захотелось попробовать какой-то лайфхак из Ютуба. Говорит, мама, можно я картошку пожарю? И вот смотрим результат, каким будет. Вот так прошел наш выходной день.